В общем, сейчас нахожусь в Пловдиве. Тут есть вот такая вот скульптура, посвящена на русскому воину Илюша. Алёша, вернее, его зовут. Вот, когда они освободили болгаров от турков. В общем, уже на входе нам говорят, что типа тут нельзя заходить сюда. Но это небольшая проблема, потому что можно сделать вот так. Оп. Вот так вот. И мы уже практически на месте. Итак, ну а мы находимся уже наверху. Рядом со мной вот Алёша. Это один из самых тут таких видимых сразу символов города. Вот, сам город, говорят, построен на 7 холмах. Я пока что не заметил все 7, но тут действительно очень холмистая местность в некоторых участках. И это, пожалуй, одна из самых таких больших гор. Давайте же посмотрим, что вообще находится внизу. И потом спустимся и пройдемся по самому городу. В общем, как вы можете видеть, вот это вот сам город. Вот это его одна из самых центральных частей. Сам город, к удивлению, довольно-таки больших размеров. Как мне успели еще подсказать, город сейчас находится в топ-10 промышленных городов мира. Я не знаю, насколько это правда, потому что я, к сожалению, не проверял это в интернете. Но местные сказали так. Но действительно, когда ты въезжаешь с разных сторон города, можно увидеть просто кучу заводов, предположительно, в основном немецкие. Вот, но, тем не менее, город реально вот в плане промышленности и в плане красоты просто 10 из 10. В общем, в лучших традициях, наверное, постсоветских стран также есть Дом культуры. Вот, он довольно-таки огромный. Вот. Есть вот такая вот статуя. Ну, а выйдя на центральную площадь города, можно увидеть не только вот такое здание старой почты, но и, если присмотреться, телеграф. Вот. Для тех, кто еще не рожден был в это время, это что-то типа очень быстрых смс-чек. Вот. Вот так выглядит самая центральная улица города. Вот. Тут всегда многолюдно. Вот, вчера я тут был, тут тоже было просто неимоверное количество людей. Как для города, у которого нет даже где-то, наверное, 500 000, хотя точно не скажу вам, то тут довольно-таки очень живо. В общем, в самом центре города довольно-таки много милых домов, которые реально очень такие гармоничные. Тут есть вот такое вот очень кошерное здание. Сейчас мы к нему поближе подойдем. Так вот оно выглядит. Вот, это пловдивская какая-то община. Вот. Тут уже вот подготовились к Пасхе. Вовсю уже разрисовывают яички. Не только у нас сохранилась такая традиция. Кстати, да, примечательным тут есть не только здешняя архитектура, но и то, что город признан одним из самых лучших в Европе. Вот, как мне тоже подсказали эту информацию. Вот. Здесь такая вот чилл-зона с фонтанчиками и всякими вот такими вот оборудованными сидушечками. Сейчас подойдем поближе, чтобы люди не сидели прямо на холодном камне. Тут обустроили вот такие вот штуки. И, кстати, да, есть еще одна особенность. В этом городе нету попрошаек. На центре города, как минимум. Потому что их всех гоняют. Вот. Ну, а идя прямо по главной улице, можно упереться не только в красивые домики, но и в мечеть. А также и исторические ценности города. Вот, одна из них — это
стадион, римский стадион. Конечно, если мы успели уже сделать не только стадион, но и кафешку. Сейчас мы спустимся вниз, я покажу более подробней. В древние времена было чуть побольше фрагментов, я думаю, но... На втором этаже здесь есть кафешка. Колонны тут. И, кстати, да, приятной новостью для туриста есть то, что место бесплатное. И не придется платить за это. Давайте же заглянем, что внутри. Внутри есть уцелевшие фрагменты с этого здания. Например, вот. Вот. Ну, а тем, кто хочет попить, всегда есть вот такие вот бесплатные фонтанчики с водой. Вот. Так что от засухи вы здесь точно не умрете. В городе я влюбился просто безумно в их стрит-арты. Это не что-то из ряда вот такой вот размазни, как любят делать у нас. Это действительно какие-то очень красивые штуки. Сейчас мы с вами парочку из них увидим. Вот, к примеру, это действительно шедевры. И за такие вот граффити я двумя руками. Вот. Ну, что самое интересное, это не конец. Эти все близлежащие улицы просто усыпаны граффити. Вот, например, еще. Еще. Тут можно увидеть еще несколько артов. И таких артов просто на каждом шагу невероятное количество. И они просто невероятнейшие. А еще тут есть довольно-таки странная игра. Вот сейчас вот посмотрим. И продолжаются снова стрит-арты. Наверное, если только снимать одни стрит-арты, то на это уйдет весь день. Потому что то количество, сколько находится их здесь, это просто что-то с чем-то. Вообще, Болгария очень любит красивые стрит-арты на домах. Вот, а не какую-то размазню. Буквально на каждом шагу, даже без карт, можно найти что-то еще. Так как Болгария является тоже православной страной, то церквей и храмов здесь тоже не меньше. Даже несмотря на то, что долгое время они были под захватом Турецкой империи, Османской империи, вернее. Ну а мы сейчас движемся в сторону Римского театра. Тут даже и такие сохранились моментики. Вот по дороге тут еще столько красивейших зданий, что у вас будут глаза разбегаться. Пойти туда или туда.
Вот, к примеру, одно из них. Вот и начало самого Римского театра. Вот. Тут, конечно, бюджетному туристу придется огорчиться. На входе есть тикет-офис. Вот. В среднем билет стоит от 2 до 5 лев. Это где-то порядка от 1 до 3 евро. Но сейчас мы посмотрим через решетку, что же это такое. Так вот выглядит театр. Сохранен еще он с давних-давних времен. Вот. Так что не знаю, есть ли смысл платить за него, так как, в принципе, можно посмотреть все и отсюда. Вот, ну а сейчас мы заходим в район Капаны. Капана. Вот. Район является одной из самых таких визитных карточек города. Тут находятся одни из самых интересных, красивых домиков. Она является исторической. Это вся часть. Полагаю, что дома в этой части очень дорогие. Полагаю, что вон там вот живут русские. Вот. А, это русский ресторан Петр Первый. Вот, но мы уже в самом центре Капаны практически. Вот, это отдельный такой, можно так сказать, городок, сохранившийся еще довольно-таки давних времен. Это, конечно, не Молдаванка, как у нас на Одессе, но... В общем, как вы поняли, на каждый домик тут надо уделять, наверное, отдельный кусочек своего времени, потому что каждый из них достоин этого. Ну вот, например, вот это вот старинная аптека. Old Aptek. Такие вот раньше были аптеки. Не то, что сейчас понавешивают своих фонарей и цен. Тут можно что-то вот старых времен купить. Вход сюда стоит от 2 лев. Тут вот есть небольшой такой собор. Зайдем сюда, поглядим, что тут вообще находится. Давайте пройдем, глянем, что вот там вот. Ух тышка. Из вот этой арки можно увидеть вид на еще более великолепное здание. Уже успели влепить кондиционер, правда.
Вот, но тем не менее. Вот, ну уже по этим кадрам можно судить, что сюда стоит приехать, потому что, блин, целый район вот таких поместий, это просто редкое явление на самом-то деле сейчас. Да еще и сохраненное в таком состоянии. Вот, но, как я уже успел сказать, на этот район надо потратить не менее чем полдня, так как он с извилистыми улицами. Вот, и на каждый просто домик на домике натыкано. Продолжаем спускаться ниже. Может быть, конечно, потом я еще пожалею, потому что придется нормально так подниматься, но тихоря так заглянем кому-то в хату. Ладно. Не будем мешать местным. Большинство, конечно, домиков здесь уже заняты под рестораны и всякие сувенирные лавки, но да, я таки был прав. Пришлось подниматься, потому что район там закончился. Он уходит вот в ту сторону еще так. Кстати, да, обрадую всех туристов, которые тратят деньги. Болгария страна недорогая, так что вот, к примеру, прайсы сейчас такие. Мини-дёнер 1,5, средний 3,5, средний с двойным мясом 4 и так далее. В среднем это от 75 евроцентов до 2,5. Я думаю, что цены вполне такие приемлемы даже для украинца. Да и в целом, в принципе, Болгария недорогая страна, так что каждый путешественник сможет позволить здесь поесть. Но мы сейчас возвращаемся обратно по центральной улице города в сторону Одиона. Еще одна символика старинной цивилизации. Еще открою вам этот секрет, вот эта вот статуя. В общем, есть такая теория, что если натереть коленку и прошептать ему что-то в ухо, то оно обязательно сбудется. У него вот с этой стороны есть ухо, в которое надо загадывать желание. Ну, а находится сам Одион вообще в очень доступной близости. Надо просто сойти с главной улицы недалеко от телеграфа в левую сторону, пройти вот эти вот миленькие кафешечки, и мы натыкаемся вот на такую вот сетку. Но тут есть вот такой зазор. Сюда можно спокойно зайти. И вот мы уже на Одионе.
Там вот даже фонтан придумали какой-то. Вот, тут есть элементы старой цивилизации. Почему-то все это очень заброшено. Но, тем не менее. Тут можно побродить, потому что, в принципе, никто это, как правило, не охраняет. Вот такие вот черенки тут. Плиты. Вот. Ну и, к сожалению, на этом наша прогулка с вами закончится по этому славному городу, так как память у меня уже практически на исходе. Вот, но я думаю, даже по вот этому небольшому видео можно понять, что в этот город стоит приехать, как минимум ради того, что я уже показал.